Это многомиллиардная компания Riot Games. Вы знаете ее как фабрику меты и спорных патчей, как тех, кто превращает лор в Netflix хит, и как людей, что одновременно спасают и ломают ваши ранги одним апдейтом. Riot, спасибо вам за Харбора и, конечно же, за Аркейн. Да, плохого можно сказать больше, но меня все эти годы, когда речь заходила о Riot, интересовал вопрос: а почему так все выходит криво? Вы создали Лигу Легенд, самую сложную и успешную игру своего времени, но не смогли создать хороший шутер. Вы серьезно? Вы подарили золотую эру моба киберспорта, но решили повторить за КС, с теми же углами, с той же экономикой. Но зачем? И почему у руля шутера у вас сидит дизайнер? Хочешь топовые скины, но ценники кусаются? Вакейс решает. Это сайт с кейсами, большой выбор по приятным ценам и простой вывод. Не зашел дроп, делай контракт или апдейт и пробуй снова. Выбил предмет, жмешь вывести, получаешь баланс к выводу и мгновенно забираешь пак Valorant поинтов прямо в игре. Хочешь бесплатно? На сайте есть Spike Diffuse. Можно фармить Valorant поинты без вложений, а новичкам дают бесплатный кейс. Ссылка в первой строке описания, активируй промокод Ver9 и получи плюс 10% к пополнению и 2 заряда в Spike. И вперед за дропом! За свое время Valorant обсирался неисчислимое количество раз. И даже когда делали что-то хорошее, все равно обсирались. Так, игра на начальном этапе имела для каждого региона отдельную лигу. Скины выходили весьма часто и качественно. Поменяли движок, а на деле киберспортивный провал. Steam стали теми, какими мы их помним. Riot были лидером на рынке соревновательных игр еще до Дилана и местами делали шаги, от которых жанр для новой аудитории выдыхался. Пришлось оживлять. Riot пошли ва-банк и начали играть с формулой как только могли. Максимальная прочитаемость, максимальная просоревновательность, местами про способности риск. По-разному. Иногда спорно, но до 2020-го. В 2020-м Riot попытались понять формулу успешного тактического шутера. И не ради быстрого успеха. Ведь сначала нужно было разобраться, что такое качественный шутер сегодня. Какая у него аудитория, какой визуал не мешает стрельбе и с какими темами можно работать, чтобы матчи оставались понятными. Может, способности вообще вышли из моды, самого понятия для такого продукта еще не было, и они нащупали свой стиль. Ну как они? Стиль сложился. В руках Дилана компания перестала гнаться за эффектом ради эффекта. Меньше визуального шума, больше структуры и дисциплины в изменениях, и это сильнее вовлекало. С самого старта своей карьеры гейм-директор Valorant любил экспериментировать с мультиплеером и делать системы, которые ломают привычные паттерны, и про которые потом годами спорят. Еще на ранних тестах он заявил о себе как о человеке, который меняет правила, но делает это аккуратно и по делу. А когда в руки попал тактический шутер, он сломал его, заставил способности работать на стрельбу, а не наоборот. В итоге матчи стали больше про план и исполнение, чем про фейерверк умений, и эту логику потом пытались копировать все. На этой волне вышли проекты, которые повторяли форму без сути. Их приняли плохо, как шаг назад на фоне более дисциплинированного подхода. После этого Riot сказали окей и перетрясли собственный курс. Пересобрали приоритеты баланса, сезонную структуру и требования к читаемости. Еще до любых больших объединений, потому что поняли главное, какую соревновательную игру хочет видеть их аудитория. Riot не конкурирует со Steam, и это даже выгодно. Steam — это фабрика привычек. Он воспитал аудиторию, которая понимает ценность кастомизации и готова платить. Но же десятки тысяч уже реальность. Скин — это не косметика, это статус. Это школа, где игрока готовят к донату. И все это играет на руку Riot. Но Riot этот шанс уронили. Вместо прочной конкурентной базы — каловая масса однотипных релизов. Много перекрасов, мало подписи автора. Линея, где нет ни уникальной модели, ни заметной анимации перезарядки, ни SFX, который хочется узнавать с 3 пуль. Покупка ощущается не как владение вещью, а как быстрый расходник из витрины. В чем разница подходов? Steam дает 3 кейса: дефицит, законный вторичный рынок и культурный капитал. У Riot постоянное предложение, нулевой обмен и сезонная амнезия. Вчерашний релиз уже ничем не отличается от завтрашнего. Там скины — это объект, здесь это расход. Хочешь, чтобы донат работал честно и долго? Не делай больше, делай лучше. Тогда донат перестанет быть стыдным словом, а станет нормальной культурой владения, как в Steam. Только без токсичного гэмблинга. Игроку не нужна 1000 скинов, ему нужно несколько, но таких, о которых хочется говорить годами. Пока же у Riot витрина с бесконечной прокруткой и короткой памятью. Riot не нужно побеждать Steam, им нужно перестать проигрывать самим себе. Сделайте вещи, которые хочется коллекционировать, а не просто добавлять в корзину. А экономика, сцена и уважение аудитории потянутся сами. Нет своей лиги, нет своих серверов.
Нет локальных способов оплаты, нет национальных составов и квот, нет голоса в обсуждении будущего игры, зато есть очереди на Европе, лишние 20-60 миллисекунд пинга и вечный переводчик в voice-чате. Это не мелочь, это фундамент, на котором строится сцена, рост стримеров, турниры и мотивация игроков, но не в СНГ. До закрытия CIS-лиги у нас была надежда на позже. После Манила стала маркером приоритетов. Когда одному региону строят инфраструктуру под потребности, а другой живет на перехватах Франкфурта и Стокгольма, это неравные стартовые условия. Мы не просим чуда, просим инфраструктуру. Понятный серверный план, локальные платежи, прозрачные слоты под национальные команды и механизм обратной связи, который что-то решает. Мрачный вывод так и есть, но он не окончательный. Если цель рост и долгий киберспорт, то СНГ нельзя держать на запасной полосе. Дайте нам базу, и результат мы сделаем сами. Что породило 3-2 сцену? Плод жадности и недосказанности со стороны Riot. И пустоты, которую никто не закрыл. Игра истощалась без притока новых игроков. Адекватных спонсоров единицы. Командные связи важнее формы. Симптомы на поверхности. Рост турнирного рандома, затяжные лустрики у известных тегов, где бренд держится дольше, чем результаты. Женская сцена захлебнулась в конфликтах и неоднозначных правил. Нет прозрачных регламентов участия. Нет единых стандартов защиты игроков. Вместо развития получаем бесконечные скандалы и токсичную повестку. При этом под полным запретом букмекерские интеграции. Любую попытку монетизации через них душат в зародыше. Возможно, правильно с точки зрения этики и политики компании, но альтернативную стабильную экономику для Тир 2 никто не предложил. Riot сами перекрыли кислород второму эшелону. Нет прямой лестницы, нет системных квалификаций, а календарь раздроблен на аутсорс-ивенты без гарантии перехода наверх. Ты играешь бесплатно, и даже при результатах не факт, что выйдешь из стеклянного потолка бренда. В приоритете громкие эмблемы, а не личности, которые тащат карты. У комьюнити нет кумиров, у комьюнити есть скины. Их потребляют пачками. Это не про прогресс игры, это про потребление вокруг нее. И да, именно так рождается 3.2.2, когда денег внизу нет, лифта наверх нет, а мотивацию заменили косметикой и разношерстными правилами. Выход простой, но не быстрый. Прозрачная вертикаль турниров, публичные регламенты по всем спорным категориям, календарь с гарантированными слотами в квалификациях и экономика, где Тир 2 может жить без серых схем. Пока этого нет, Тир 2.2 сцена — это не случайность, это следствие.